измерение артериального давления, функция SMAD для автоматического измерения артериального давления, ремешок с манжетой, диагностика артериальной жесткости, анализ пульсовой волны и аритмии, ЭКГ, обновленный дизайн, AMOLED-экран с диагональю в 1,82 дюйма, встроенный GPS и NFC модуль, операционная система Harmony OS версии 5.0, время автономной работы до 6 суток, и это только супер маленькая часть того, что из себя представляют по заявлениям производителя смарт-часы под названием Huawei Watch D2. Около 3 лет назад мы с вами D1 обозревали, но тогда они на Global сразу не вышли. Здесь они сразу вышли на Global. Но как на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам, разумеется, расскажу. Распаковка. Поставляется эта модель в белой упаковке из плотного картона, на ней есть название и изображение модели, а также краткие характеристики. В комплекте мы имеем сами смарт-часы, ремешок с манжетой размера L и короткий ремешок. Также есть ремешок с манжетой размера M, зарядное устройство без пинов, но Cradle несъемный. Удобно, что смарт-часы можно заряжать не только от своего родного зарядного устройства, но и от любой беспроводной зарядки стандарта Qi. И от смартфона, используя реверсивную зарядку. Далее есть краткое руководство с инструкциями и лента для измерения охвата запястья. Весит устройство 83 грамма, а габариты составляют 40 на 48 на 15,2 мм, ширина ремешка при этом 26 мм. 7 обзоров в неделю выгружаю и ежемесячно разыгрываю по одному смартфону Poco X6 Pro. Для участия в розыгрыше необходимо подписаться на этот канал с колоколом, оставить любой осмысленный комментарий больше 5 слов, и либо в комментарии, либо в описании своего канала указать свое имя в Телеграме. Подписаться на Телеграм-канал скидок по ссылке в описании, и вы автоматически в розыгрыше. Присутствовать на стримах-розыгрышах не обязательно, если вы победите, я вам напишу. Помимо этого еще iPhone 16 разыгрывается, условия в ролике по ссылке в описании. Там тоже все очень просто, и условия в самом начале ролика. Переходим к обзору. Watch D2 можно приобрести в черной и золотистой расцветке. От прошлой модели в плане дизайна отличия есть, но прямоугольный форм-фактор остался. В любом случае D2 выглядит более современно, чем прошлая модель. Корпус смарт-часов выполнен из сплава алюминия, сборка хорошая, ко всему Watch D2 имеют защиту от влаги по стандарту IP68. Для тестирования на водонепроницаемости окунул их в воду, по итогу они не пострадали, что радует, но я, разумеется, не советую испытывать удачу, тем более в таком специфическом приборе. Далее, ремешок выполнен из фтор-эластомера, плюс за то, что в отличие от Watch D манжета не тканевая и грязь на ней так быстро не собирается. Застежка у него удобная, ко всему ремешок быстросъемный, но манжету можно снять только если открутить два винта. Охват запястья от 162 до 210 мм у ремешка размера L, а вот у ремешка размера M от 130 до 160 мм. В плане удобства все хорошо. Смарт-часы особого дискомфорта во время носки не доставляют, как и во время сна, за что, разумеется, плюс, так как ожидал я вовсе другого. Запястье под ремешком не потеет и ремешок не натирает. Но вот для активных видов спорта D2 не подойдут. Далее, на корпусе расположили две механические кнопки и датчики мониторинга здоровья, такие как 9-осевой IMU датчик, акселерометр, гироскоп и магнитометр, оптический датчик для измерения пульса, датчик ЭКГ, датчик освещенности, барометр, датчик температуры, датчик дифференциального давления и датчик холла. Верхняя кнопка-коронка предназначена для перехода в меню, зажатием для перехода во вкладку с перезагрузкой и выключением устройства, а двойным нажатием можно перейти к недавно открытым приложениям. Прокручивая кнопку, можно перемещаться по меню и не только. Прокрутка сопровождается приятной вибрацией, но сам вибромотор меня не особо порадовал. Скорее всего, из-за размеров устройства. Хорошо, что настроить силу вибрации возможность есть. Нижняя же кнопка можно открыть приложение «Кошелек». Чтобы не повторяться, сразу отмечу, что NFC на борту, как и, к слову, в моделях GT5 и GT5 Pro. Но для тех, кто проживает в Российской Федерации, это не актуально, если мы говорим об оплате банковскими картами. Во всяком случае, на момент выхода обзора. И да, в некоторых четверках все еще можно платить некоторыми банками, но не всеми. Но переходим
Переходим дальше к D2. Персонализировать команды можно только на нижней кнопке. Возможно, с новыми обновлениями добавят и кастомизацию команд для верхней кнопки, но пока ее нет. Скриншот одновременным зажатием на обе кнопки также на борту, как и в пятой линейке у Huawei, и скриншот сохраняется также в галерее на самом смартфоне. В самих смарт-часах галереи нету. С фронтальной части находится AMOLED-дисплей на 1,82 дюйма с разрешением 480 на 408 пикселей. Плотность пикселей 347 ppi и частота обновления экрана 60 Гц. Экран не утоплен, хорошо, что верхнюю и нижнюю рамку сделали одной толщины. Так экран выглядит более аккуратно. Защита у экрана простенькая и, скорее всего, он будет покрываться царапинами. Но насколько быстро, это неизвестно. Операционная система HarmonyOS версии 5.0, в отличие от новой линейки GT, в этой модели система слегка подтормаживает, и рывки при скроллинге встречаются намного чаще. Яркость экрана, по моим замерам, в пике аж 1600 люксов. Функция автоматической регулировки яркости работает у меня корректно. Спящий режим максимум 20 секунд, а также есть автоматический режим. Функцию постоянно включенный экран можно настроить максимум до 20 минут. Always on Display на борту и стиль AODA зависит от циферблата. Удобно, что можно выставить, что именно будет включаться при повороте запястья. AOD или главный экран с циферблатом. При повороте, к слову, экран включается моментально. Накрытие ладонью для выключения экрана на борту, как и одиночное нажатие на экран для пробуждения. Но включить экран тапом можно только если у вас включен AOD. Далее, свайпом с главного экрана все стандартно для этой системы. Сверху вниз панель быстрого доступа, снизу вверх уведомления, слева направо погода с плеером, справа налево виджеты. Настроить панель быстрого доступа нельзя, а вот виджеты, как и меню, персонализировать можно. В меню есть погода с подробным прогнозом, восходом и закатом солнца, восходом и заходом луны, фазами луны, приливами и отливами, календарь событий, Petal Maps, компас, поиск телефона, будильник, который можно настроить прямо на смарт-часах, но он не синхронизируется со смартфонами других брендов, секундомер и таймер с возможностью работать в фоновом режиме. Многозадачность полноценная, за что отдельный плюс. Также есть музыкальный плеер для регулировки громкости и переключения треков, воспроизведенных на смартфоне. Ко всему можно еще загрузить музыку на сами смарт-часы и слушать музыку прямо через них или через подключенное к ним Bluetooth аудиоустройство. Калькуляторов в стоке нет, спасибо, что есть хотя бы App Gallery в приложении на смартфоне, где можно скачать калькулятор и другие приложения. Но их мало. Устанавливать сторонние приложения возможности нет, так как система закрыта, что уже привычно. Далее в настройках можно обнаружить функцию «Статус задач», два стиля отображения меню, персонализацию карточек, включение пин-кода с установкой запроса кода, настройка уведомлений и обновление прошивки. Отмечу, что поддержки каких-либо жестов для управления здесь нету, может быть, потом допилят. Версия Bluetooth старая, 5.2, в новые устройства в основном уже ставят версию 5.4, при том, что недавно был релиз Bluetooth версии 6.0. Удобно, что в настройках можно подключить Bluetooth устройство, к примеру, наушники, нагрудный датчик, датчик скорости, каденса или датчик мощности. Huawei Watch D2 поддерживает функцию Bluetooth вызовов, динамик и микрофон отрабатывает отлично, трудностей во время разговора с собеседником у меня не возникало. eSIM завести возможности нет. Контакты добавляются через приложение, быстрые ответы на борту, их можно настроить под себя или создавать свои быстрые ответы. В меню находится список недавних вызовов и контактов, уведомления приходят моментально, отвечать на них можно смайликами, заготовками. Фотографии в уведомлениях не отображаются, а вот смайлики отображаются без проблем. Иконки приложений видны, но не у всех приложений. Летим дальше. Huawei Watch D2 оснащены функцией автоматического определения активности с поддержкой автоматического определения ходьбы, бега, эллипса и гребного тренажера. Видов тренировок более чем достаточно, большинство найдут то, что им необходимо. Из полезного в меню есть записи тренировок, записи активности, статус с индексом бега, нагрузкой, восстановлением и VO2 Max, приложением для поддержания формы. Из интересного можно выделить также курсы, планы для тренировок, метроном, интервальные тренировки, сплиты, озвучивание тренировок, разминка и так далее. Вот озвучивание, к сожалению, на английском. Может быть, потом допилят, так как часы Global, но пока так. Тренировку можно свернуть для фоновой работы. Для навигации Watch D2 оснащены GPS-системой. GPS работает слегка хуже, чем в линейке GT, по моим наблюдениям, но опять же у вас может быть другая история. На смарт-часы можно загружать маршрут, во время тренировки можно использовать навигацию, включать обратный маршрут и возвращаться по прямой. На смарт-часах маршрут отображается в миниатюре
туре полноценно его можно посмотреть в приложении. По корректности построения пройденного маршрута хорошего сказать нечего, так как отклонение есть и довольно значительное. Загрузки оффлайн карт отсутствуют. Это очень странно, потому что в GT5 и GT5 Pro они есть. Но данная модель, как уже знают, известна своим другим функционалом, о котором я расскажу далее. Смарт-часы могут измерять пульс в реальном режиме времени или умном режиме для экономии заряда энергии, измерение кислорода в крови, температуры кожи, мониторинг сна и уровня стресса работает в автоматическом режиме. Ну и вручную все эти показатели также можно измерять. Графики на смарт-часах отображаются и довольно информативно. Полноценно настроить работу данных функций можно только через приложение на смартфоне. Помимо уже перечисленного есть напоминания, клевер здоровья, дыхательные тренировки, анализ пульсовой аритмии, ЭКГ, диагностика артериальной жесткости, измерение всех показателей одновременно, плюс есть измерение артериального давления и функция SMAT для отслеживания артериального давления интервалом. Базовые функции для измерения показателей здоровья выдадут довольно корректные цифры. Сон мониторят смарт-часы отлично, как и все фазы сна, плюс D2 могут измерять дневной сон. Что касается КГ, диагностики артериальной жесткости, анализа пульсовой волны, аритмии и измерения артериального давления, сразу предупреждаю, что опираться на полученные результаты вследствие измерения этих показателей данными смарт-часами не стоит. И здесь причин несколько, потому что обычно подобные вещи снимаются рядом с медперсоналом. И второй момент, расшифровываются они только врачом. Сами вы ничего расшифровать не можете. Это надо в сумме смотреть по всем показателям вашего здоровья. Но при этом, измеряя артериальное давление, погрешность в 3-6 единиц, по верхнему значению в основном они показывают ниже относительно тонометра стационарного, а по нижнему выше. В сравнении с тонометром результаты плюс-минус одинаковые. Но это измерение утром, днем, вечером или после легкой активности. А вот ночные автоматические измерения, скорее всего, из-за неправильного расположения руки или положения тела, будут некорректными. Сказать, что они на 100% выдают верные результаты, я не могу, и советовать их приобретать тоже не стану. Свой опыт использования я рассказал, а дальше дело за вами. Почему? Потому что если у вас будет подобное устройство, вы будете надеяться на него. Будете надеяться, не будете ходить к врачам. Не будете ходить к врачам, и если у вас реально есть проблемы со здоровьем, будете делать глупо. Лучше быть под наблюдением, если есть какие-то проблемы. Чтобы поиграться и примерно прикидывать, все ли у тебя хорошо, могу советовать. Но не забывая про медперсонал. В случае, если вы приобрели данную модель, советую при каждом измерении артериального давления проверять положение смарт-часов на руке, положение самой руки и вас самих. При правильном подходе и результат может быть максимально корректным. Но помним, для того, чтобы мы пользовались просто тонометром, мы садимся, успокаиваемся, принимаем правильное положение, и с часами та же самая история. То есть вы не можете прыгать на фитнесе, чтобы они у вас нормально давление измерили. Вы это понимаете, надеюсь? Емкость аккумулятора 524 мАч, полный цикл зарядки смарт-часов занимает 1 час 40 минут в среднем. Время автономной работы по моим тестам в обыкновенном сценарии использования со всеми автоматическими функциями для измерения показателей здоровья, а также настроенной функцией SMAT, они прожили аж 2 суток, что это прям неплохо, но замеры артериального давления проводили не всегда по расписанию, так как изредка было неудобно его измерять. Без функции SMAT они прожили у меня 6,5 суток, что прям супер. Совместима модель, разумеется, с Android устройствами, с iOS устройствами. Не устану напоминать, что я рекомендую приобретать смарт-часы такого же бренда, что и смартфон. Подключается Watch 2D к приложению Huawei Здоровье. В нем есть вкладка со всеми результатами мониторинга здоровья, вкладка тренировок, вкладка с подключенными устройствами, профиль, вкладка с советами и полезной информацией. На главной странице со смарт-часами мы имеем заряд аккумулятора в процентах, магазин с циферблатами, есть кастомные циферблаты, динамические, пользовательские, кликабельные, и любое фото на заставку поставить можно. У каждого циферблата есть уровень энергопотребления, что тоже полезно. Помимо уже перечисленных настроек для устройства есть возможность включить функцию, при которой приходит уведомление об отключении Bluetooth, и оно работает, и это супер, и обновить прошивку. Мне обновление, кстати, уже прилетало. Далее, минусы практически такие же, как у линейки GT, так как система у них одна и та же, только функционал слегка разный. Нет возможности настроить мониторинг здоровья прямо через смарт-часы, нет смарт-будильника, нет помощника для голосового управления, нет приложения для скидочных карт, не отображаются иконки некоторых приложений, нет возможности завести eSIM, нет Wi-Fi, несъемный кредл у зарядного устройства, нет полноценного управления через механические кнопки, в случае, если нет возможности использовать сенсорный экран, нет возможности удалять уведомления со смартфона через часы, нет Bluetooth кнопки для удаленной съемки, не в паре со смартфонами Huawei или с iPhone, нет настройки Always On Display и его режима работы, нет функции набора номера со смарт-часов, только контакты и недавние вызовы, нет возможности завести оплату через NFC банковскими картами, слабый
Мотор, нет возможности настроить размер шрифта в системе и закрытая операционная система. На пальцах в их App Store вы особо много программы не скачаете, их там и не появится, а ПКшки вы сюда устанавливать не можете. Вот и все. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании, этим вы очень сильно поможете проекту, надеюсь, что вам было интересно, любой ваш комментарий помогает каналу. Напишите, скажу вам огромное спасибо. Резюмирую, Huawei Watch D2 в России не являются устройством с медицинской сертификацией. Улучшения по сравнению с прошлой моделью есть. D2 по удобству, дизайну, функционалу мне больше нравится, чем прошлая модель. Приобрести данные часы с надеждой, что они заменят вам тонометр и холтер, результаты измерения несут только справочный характер. Но при этом всем я приятно удивлен, на что способна Watch D2 за свою стоимость. Девайсу однозначно да, идея супер. Делают какой-нибудь сервис облачный, чтобы вы могли еще и с врачом консультироваться дистанционно. И будет нам радость. Огромное спасибо за просмотр. Добра и удачи вам, дорогие друзья.